Правоохранительные органы Украины имеют ряд вопросов к экс-министру энергетики Эдуарду Ставицкому. Вот в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что Эдуарда Ставицкого вернули в Интерпол, в розыск. С рядом других товарищей. Информация о том, в чем же обвиняют Эдуарда Ставицкого, который сейчас находится в Израиле, разнилась. Проти екс-міністра енергетики Ставицького відкрили кримінальну справу через розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. На некоторых каналах были предприняты попытки разыскать его прямо там, на земле обетованной. Которого, по информации из Израиля, видели на земле обетованной, правда, живет он там под фамилией Розенберг. Наш корреспондент опять сделал то, что силовики не смогли. Даже дом его разыскал. Ввиду того, что экс-министр энергетики Украины не так давно сделал ряд заявлений, которые уличали военную прокуратуру Украины в откровенном вымогательстве денег, мы решили пойти чуть дальше, найти не только его дом, но и его самого. И, приехав помолиться к стене плача, встретили Эдуарда, сейчас уже Натана. Мы сейчас находимся в еврейском квартале Старого Иерусалима, Старого города. За моей спиной самое святое место для каждого еврея. Это Котель, или, как привычному, это западная стена, стена плача. Вы известный Эдуард Ставицкий, бывший министр энергетики Украины. Скажите, что случилось, почему вы уехали в Израиль? Случилось то, что в Украине произошли определенные события, которые несли прямую угрозу мне и членам моей семьи. Я не имею в виду то, что люди там высказывали свой протест. Но были радикально настроенные националисты, которые прямые угрозы посылали в мой адрес, в адрес моей семьи. В целях безопасности мы уехали в Израиль, я еврей, и поэтому воспользовался правом еврея на возвращение и получил гражданство в Израиле. Против вас в Украине возбудили уголовное дело по поводу незаконной приватизации части земель базы отдыха Пуща-Водица, на которых позже была построена резиденция Януковича. Что вы можете сказать по этому поводу? Это абсолютно не соответствует действительности. Это первое. На эту тему я уже множество дал интервью, приведя факты полностью своей невиновности. Более того, мои адвокаты это все изложили в органы прокуратуры. Происходит то, что происходит. Отчасти я считаю, что то, что со мной происходит, это устранение конкурентов в политическом истеблишменте в Украине, а также в ситуации, связанной с дискредитацией исполнительной власти, которая была при Януковиче. Хорошо, а есть ли какие-либо обвинения в ваш адрес за время вашей работы на посту министра энергетики? То, что мне пытаются инкриминировать, это якобы за те ситуации, которые были в 2007 году. Я хочу напомнить, что там уже были доследования, были судебные решения, но на это все никто не обращает внимания. А в части меня, как должностного лица в исполнительной власти с 2010 по 2014 год, против меня нету ни одного уголовного дела. По крайней мере, мне об этом точно неизвестно. И если бы это было, то вы понимаете, с учетом того, как все окутывается вокруг меня сумасшедшим пиаром, это было бы известно и обществу. Когда мы общались у стены плача, вы сказали, что вы не виновны в незаконной приватизации. Что можете сказать в свою защиту? Во-первых, я могу это защитить не только с простыми словами. Я бы хотел даже уточнить, не просто не виноват, а у меня нет прецедента на то, чтобы меня могли осуждать за те или иные мои действия. Я выполнял четко установленные функционально устава предприятия, которым я руководил, функции. Поэтому осуждать меня за то, что я выполняю функции как руководитель, наверное, глупо. Более того, как я уже говорил, что это коллегиальный орган. А самое главное то, что проведена масса экспертиз, масса проверок была проведена, начиная с 2007 года и заканчивая уже 2014-2015 годом. То есть ни одна экспертиза, ни один факт не показал то, что в моих действиях была хоть маленькая доля какого-то ущерба для государства. В СМИ появилась информация, что вам предлагали решить все проблемы в Украине. Да, это была такая ситуация. В принципе, предлагать начинали с самого старта возникшей проблемы.
можно так сказать, была очередь как в мавзолей из решал разного рода аферистов. Наверное, последний случай был из ряда вон выходящий, когда уже, казалось бы, вся история затухает и все идет на спад. Почему-то военная прокуратура в начале года резко заинтересовалась моим вопросом. Я это связывал сразу с тем, что появились некоторые решалы вокруг меня, которые начали предлагать разного рода предложения, которые, безусловно, были в финансовом плане. Суммы назывались космические, от 5 миллионов, потом путем разговоров они снижались. Почему разговоров? Потому что я понимал, что это уже играет в мою пользу, и это будет меня защищать. И мои адвокаты, родственники шли в контакт с такого рода негодяями, по-другому я их не назову. И в итоге мы получили документ, которым меня шантажировали, что в случае, если я не пойду на ту или иную ситуацию, этот документ будет запущен в ход, и ваша жизнь в Израиле круто изменится. Это был секретный документ? Абсолютно секретный документ. Я сразу, когда его получил, зарегистрировал его здесь у адвоката. Мы сделали перевод, так как он был на украинском языке. Направили свое видение в Министерство юстиции Израиля. Я вышел к прессе, дал несколько интервью, обозначал физических лиц, которые ко мне обращались по тому или иному поводу. Но это было не услышано. Да, появилась какая-то там в Фейсбуке статья, там реакция военного прокурора, там опять же с четкими антисемитистской направленностью. Ну да бог ему судья, как бы это его личные проблемы, настолько, значит, его воспитали и такое у него образование. Но я был удивлен, насколько эти люди, которые занимаются подобного рода аферизмом, прокололись, можно так даже сказать, уже в других случаях. А именно, буквально там на днях вышел в прессе председатель антикоррупционного бюро Украины, господин Сытник, и показал аудиозапись разговоров. И вот насколько был я поражен, что именно в этих разговорах были те голоса людей, которые звонили мне. Я их просто узнал. Там назывались некоторые имена, я не могу их прямую сейчас обвинять, но я готов дать пояснение по этому поводу, если это заинтересует правоохранительные органы Украины в части того, что как это происходило, и как у меня на руках оказались секретные документы. Ну вот судя по тому, что вы говорите, в военной прокуратуре Украины работает какая-то странная коррупционная схема, в которой за деньги решают проблемы богатых людей. Я бы сказал, что действует некая шайка с явным подтекстом уголовных элементов в этой шайке и органов прокуратуры, которая создает проблемы, а потом некие решалы их быстро решают. И в этом есть подтверждение, так как вот недавно у меня были с Украины журналисты, и они как раз тоже рассказывали за военную прокуратуру о том, что сейчас там впрямую им было сказано, что нефтетрейдерские компании будут подвергнуты определенному наезду со стороны следователей прокуратуры, такие компании как ВОК, ОК, БРСМ, в части тех, которые когда-то покупали топливо у фирм, которые заангажированы Курченко. Отсюда можно сделать вывод, что, безусловно, сам характер и поведение свидетельствуют о том, что действует реальная шайка, которая, в простонародье так это говорят, которая водит обезьяну. То есть создают проблему, потом ее решают. Если это всплывет и опять подтвердится, то я опять окажусь правым, потому что я вообще такой человек, который принципиально не говорю неправду. Лучше сказать правду, какая была, она не была. Был такой период, когда вы попали в санкционный список Евросоюза. Вы не могли ездить в Европу? Ну, санкционный список не говорит о том, что я не могу куда-то поехать. Он говорит о том, что я не могу вести бизнес. И, безусловно, это мне очень мешает в данном вопросе, потому что я действительно занимаюсь сейчас определенными направлениями по роду своих занятий. Это стартапы, связанные с энергетикой. Эти технологии применяться могут в Евросоюзе, в Украине. И, конечно, к моим партнерам это может как бы
влиять на эти процессы. Но я выиграл суд в Люксембургский, опять же, за безосновательностью обвинений в мой адрес со стороны прокуратуры. Суд даже присудил компенсировать мне мои издержки. Сейчас адвокаты над этим работают. Какие есть возможности решения ваших проблем в Украине? А возможность она простая. Просто надо честно разобраться в материале и извиниться передо мной за то, что поддался такому прессингу со стороны органов в части обвинения еще и до суда, и до состава преступления. То есть в чем меня обвиняют? В том, что нету, и в том, что никогда не было. Ну, будет страшный суд, я верующий человек, и на страшном суде каждый ответит за свои поступки. В этом я точно убежден. Думаете ли вы, что международные трибуналы могут помочь решить ваши проблемы? Я убежден в том, что международная судебная система, она абсолютно не заангажирована и она справедлива. И тому подтверждение моих слов выигрыш мой в Люксембургском суде. Готовы ли вы давать показания, отвечать на вопросы прокуратуры? Да я неоднократно говорил, что на любые вопросы готов отвечать. Более того, это в письменной форме определено в органах прокуратуры. Оставлены контакты моих адвокатов для того, чтобы в любой момент могли со мной связаться. Я ни от кого не скрываюсь, никуда не убегал и не убегаю. Я спокойно уехал и продолжил жизнь, исходя из той ситуации, которую я посчитал возможной. Значит, вы не были бы против, если бы к вам сюда приехали украинские чиновники, представители украинской прокуратуры? Я не знаю, кто может куда приехать, но я одно еще раз хочу дать подтверждение, что я готов дать все свои пояснения. Более того, я даю пояснения в письменной форме и отправляю в Генеральную прокуратуру. Но я вам скажу, что получаю только одни ответы. Ваши пояснения приняты, мы вам сообщим дополнительно. А между делом возникают какие-то решалы, которые начинают там такого или иного рода делать мне предложения для того, чтобы наживиться на этом. Вот и вся, или нажиться, точнее сказать, вот и вся логика происходящего. Но я еще раз говорю, я уверен в том, в справедливости. Справедливость не спрячешь, она все равно будет. И уверен в том, что все пройдет. И я смотрю с оптимизмом на все свои действия в отношении меня в ближайшем будущем. Думаете ли вы, что вашим делом должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины? Скажу откровенно, где-то даже зародилась надежда, когда я узнал, что произошли такие изменения. Я смотрю, молодые люди пришли, они никем не заангажированы, грамотные юристы. Наверное, было бы правильно, чтобы именно те люди, которые были вне системы, занялись такого рода вопросами, щепетильными, я считаю. Потому что для них это обычная ситуация, для меня и для моей семьи это жизнь, понимаете? И последний вопрос. А что, если украинский суд решит, что вы нарушили закон, решит, что надо вынести приговор Эдуарду Ставицкому? Знаете, если будет решение того суда, которое будет воспринято мной, а я имею в виду международные инстанции прежде всего, и так как я гражданин Израиля, то прежде всего израильская Фемида, то, как говорится, от сумы и от тюрьмы никто не зарекается. Виноват буду отвечать, но только после того, как это будет доказано. И вообще проведены все действия, которые должны проведены, а не просто огульные обвинения, там, вор или тому подобное. שמי רבה מברך ועלה מעל מי אלפיים תרומה נפתסים